Про финистерид. Даже в таких полевых условиях я понимаю, что нужно обязательно записать это видео. Кто не смотрел, обязательно посмотрите вот это видео, которое я записывал несколько лет назад. Это не просто видео, это, скажем так, мои исследования, которые я вел, опрашивая различных докторов по всему миру. Да, кстати говоря, прошу прощения за мой внешний вид. Я вам чуть-чуть позже расскажу. Я сделал эндолифтинг. У меня сейчас как бы появился такой двойной подбородок. Я надеюсь, он пройдет. Я вам позже расскажу, что это такое, почему это делал и так далее. Ну, поехали. Сегодня речь будет не об этом. Подписывайся. Прошло несколько лет, и сейчас я вижу, что все равно полная неразбериха. Как бы один лагерь говорит, что вот от финистерида огромные побочки, ни в коем случае его не принимайте, это гормональное средство. Другие говорят наоборот, что это панацея от всего. Есть еще, наверное, те, кто посередине, которые начинают его использовать и говорят, что он не работает. В общем, давайте сегодня разберемся, потому что даже вот действительно в таких полевых условиях я сейчас очень много передвигаюсь по миру, и я просто обязан вам рассказать, как работает финистерид, для кого он подходит, для кого не подходит. Начнем с того, что такое финистерид и почему именно финистерид. И начну я с такой международной главной, скажем так, ассоциации FDA. Именно эта организация, скажем так, проверяет все средства, все медикаменты. И только после того, когда есть большая выборка людей, когда есть исследования, когда есть доказательная база, FDA, как говорится, approve, то есть подтверждает то, что этот препарат может быть использован. Среди таких препаратов находится именно финистерид. Есть еще дутастерид. Дутастерид — это считается второе поколение финистерида. Да, я когда записывал первое видео, я опрашивал докторов, все всегда говорили про финистерид. И я даже не знал тогда, как правильно называется, дунастерид или дутастерид. Так вот, дутастерид — это считается второе поколение финистерида, и многие думают, что ну раз уж это второе поколение, надо его обязательно использовать. И по тем данным, которые у меня есть, я вам показывал даже в исследованиях докторов, которые показывали и практические результаты, он является более эффективным, чем финистерид. Но если мы сравниваем финистерид и дутастерид, то финистерид, он approved FDA, то есть он подтвержден, показан тем, у кого наблюдается выпадение волос, но к этому мы вернемся, потому что не от всех типов выпадения волос помогает финистерид. А дутастерид, он не approved, то есть еще, скажем так, нет достаточной выборки для того, чтобы FDA сказала, что да, действительно, дутастерид, он стабильно работает, у него стабильные результаты, то есть для этого нужны огромные средства и огромные годы и огромная выборка. Поэтому, если мы берем на данный момент, на 2025 год, то вы должны сами отчетливо понимать. Вот финистерид — это подтвержденный препарат. Итого, у нас есть два, скажем так, средства: финистерид, дутастерид. Кто находится в лагере, те, кто говорит, ни в коем случае не принимайте финистерид, это гормональный. Давайте разберемся сначала. Если мы берем, что у нас дано определенный ваш уровень дигидротестостерона, который отражается не только на ваши волосы, это отражается на тестостероне, на эстрадиоле, пролактине. И на самом деле, пока вы думаете, что финистерид нужно использовать только для ваших волос, на самом деле высокий дигидротестостерон — это плохо. Спросите хочется сказать, у докторов, но я бы вам порекомендовал найти каких-то профессиональных, хороших, увлеченных своей работой докторов, которые учились не просто по памятке в ВУЗе СССР или пост СССР, да, а которые изучают и исследуют, у которых пытливый ум, и они вам скажут и расскажут, что высокий дигидротестостерон — это, скажем так, плохо не только для ваших волос, но и в целом для вашего организма. Потому финистерид, он блокирует ваш высокий дигидротестостерон. И его нужно применять абсолютно не всем, потому что некоторые пишут в комментарии, говорят, он не работает, а у кого-то там побочки. Сейчас мы к побочкам вернемся. Дутастерид или финистерид используется именно как блокатор высокого дигидротестостерона или супер большой чувствительности вашего дигидротестостерона. Как это выяснить? Я всегда отправляю вас на анализы, и даже по анализам можно понять.
и по той информации, которую я собираю в течение консультации. Не просто так я вас опрашиваю по многим пунктам, чтобы понять вот этих два основных фактора. Это чувствительность к дигидротестостерону и высокий дигидротестостерон. Именно для этого нужно понижение того самого дигидротестостерона с помощью финастерида. И вот говорят, это гормональное, его нельзя принимать. Но в этом суть и состоит, чтобы вернуть, точнее сбалансировать ваш гормональный фон правильным образом. Правильным образом. Вы должны вот от этого отталкиваться, а не что, о, это гормоны, я слышу, что в гормоны влазить не нужно. Точнее, если у вас дисбаланс гормонов, это плохо. Вот спросите, поговорите с хорошим эндокринологом, не который смотрит просто ваши референсные значения, или когда вы смотрите сами референсные значения, или даже когда вы закидываете в GPT, и он говорит, да, у вас все в референциях, все нормально. Все вот эти вот наши отклонения и вот эта вот калибровка, скажем так, ребалансировка, от нее и зависит и качество вашей жизни, и выпадение ваших волос, и вообще в целом ваше здоровье. Это не то, что мое мнение, это то, что я вижу из года в год. Каждый день я занимаюсь именно этим в течение последних 5 лет. Поэтому будет кто-то спорить со мной, не будет. Я вообще даже не буду претендовать на какие-то споры. Есть хорошие доктора. Вот я вам рекомендую выискивать именно хороших толковых докторов. Они вам сами расскажут, если вы не сможете найти эту информацию. Поэтому гормональный фон, гормональный это, можно сказать, да. Но именно гормональный фон и должен быть стабилизирован, чтобы у вас с вашим организмом, скажем так, не было каких-то последствий, которые будут отражаться в том числе на волосы. Потому что, как я всегда говорю, ногти, волосы, кожа — это ваши первые факторы, которые указывают, скажем так, если какие-то есть триггеры в организме, которые влияют на ваш организм, это отражается именно на этом. Поэтому, еще раз, это не только для волос, но и для вашего организма. Потом, это вот первое, скажем так, против. Второе против, это говорят, от финастерида может быть импотенция. Окей, давайте с этим разберемся. Прежде всего, конечно, многие, кто меня смотрит, это образованные люди, и которые изучают и анализируют. И многие мне сразу на консультации, когда я объясняю, они говорят, да, Олег, мы понимаем это. То есть есть, что называется, потенция, есть либидо. Называют либидо, как вам угодно. И связаны ли это явления? Конечно, связаны, но первый момент — это физиологический момент. Второй — это больше эмоциональный и ваш психологический момент. Грубо говоря, как проверить первое у мужчин утром? Оно или есть, что называется, или нет. Да? И вы это можете обратить внимание и заметить. Второе — это либидо. Это ваше желание. Это ваше желание жить, наслаждаться жизнью, завоевывать, в конце концов, вот это вот мужское начало, и в том числе ваше желание к сексу. Как может быть первое связано со вторым? Гормональный фон, когда мы начинаем воздействовать на гормональный фон, и почему некоторые говорят, вот я начал использовать в течение первых недель, я уже чувствую, что у меня падает либидо. Оно так не работает. Вот этот вот разгон начинается только ко 2-3 месяцу. Поэтому, когда у вас сразу вы обращаете на что-то внимание, это ваше самовнушение. Если вы уже об этом знаете, и вы уже сами предварительно боитесь, вы сами себя программируете. Вот в этом видео я вам рассказывал и даже показывал пример, который я там из какого-то шоу взято. То есть, что вот как реально наш человеческий мозг работает, чтобы мы можем иногда подстраивать какие-то, скажем так, происшествия по то, что мы верим, или то, что мы не верим. Кстати говоря, сейчас в современном мире именно этим и пользуются. И выдают А за Б, а Б за С и так далее. Но не в этом суть. Как меняется настроение? Может ли оно меняться? Да. Оно действительно может меняться. И почему оно может меняться? И должно, по сути. Точнее, не то, что должно, но с большей вероятностью это может происходить. То есть говорят, что вот у меня падает настроение. Это и есть вот это эмоциональные качели, потому что мы влияем, по сути, на ваш гормональный фон именно вот таким вот образом, чтобы стабилизировать все, сбалансировать. Любое изменение вашего гормонального фона отражается на вашем настроении. И вот это настроение отражается на либидо или либидо, как вам угодно. Еще не нужно наслаивать
потому что бывают вообще просто такие ситуации, я иногда форумы там, точнее не форумы, где-то на Reddit, где-то я видел, то есть люди себя иногда так загоняют, и понятно, мы сейчас живем в очень нестабильном времени, когда, не знаю, принимаешь ты финастерид или не принимаешь финастерид, настроение у всех вот так. И уже а если ты начинаешь принимать финастерид, то ты начинаешь все сбагривать на то, что это проделки финастерида, а не то, что происходит в мире, то, что происходит с жизнью и так далее. И теперь я хочу еще вам дать пример женщины и мужчины. Если вы обратите внимание на кто живет женат, живет с девушкой, у кого дочери, да, у них вот этот гормональный фон, почему вы говорите, вот они эмоциональны или замечаете, обращайте внимание, у них настроение может вот так вот колебаться. Из-за чего? Как раз таки из вот этого ребалансировки каждый месяц, скажем так, связанные с месячными. И вот эта вот ребалансировка настроения, она не просто так происходит. У мужчин, конечно, когда вы живете стабильной жизнью, для вас кажется, что-то со мной происходит, что-то не так. И вы часто связываете одно со вторым. Еще важный момент. Те самые горе-трихологи, горе-дерматологи, которые... Мне кажется, 99%. Почему у меня такие данные? Потому что каждую консультацию я спрашиваю, был ли кто-то у дерматолога-трихолога. И у всех, поверьте, у всех одинаковые отзывы. Это ужасные отзывы. Миноксидил, в принципе, это свои какие-то лосьоны или что-то там, кто продает. И, в принципе, все. И вообще, просто, что называется, ядрами по воробьям и ни одного попадания. Об этом мы не будем говорить. И что я хочу сказать, что раньше некоторые назначали из вот таких докторов, кто назначал финастерид, продается таблетка, вы знаете, кто-то знает в постсоветском пространстве, 5 миллиграммов. И, естественно, эти доктора, они не ездят никуда, наверное, они не изучают. И вот эти 5 миллиграмм они и рекомендуют вам пить. Некоторые до сих пор это делают. Благо, я заметил, что даже мои видео смотрят трихологи и дерматологи и доктора по пересадке волос. Некоторые учатся, как сказать, вычленять ошибки, их исправлять. И слава богу. Так вот, некоторые, как рекомендовали, уже сейчас, слава богу, меньше, так и рекомендуют этот 5-миллиграммовый финастерид. Это очень большая дозировка. Теперь давайте поговорим про дозировки. Когда я сделал видео о финастериде, где-то за месяц или за несколько месяцев вышло видео у Глеба на канале, толковое видео, там очень много всякой такой подробной информации, может быть даже сложной для самого, скажем так, для среднестатистического человека, то есть там нужно прям разбираться, и, конечно, когда вы смотрите большое видео, кажется, что вот оно подкрепленное, такое сильное видео, и вы пытаетесь психологически вычленить самое главное. И что все вычленяют из этого видео? Что сам Глеб использует 0,2 миллиграмма и начинают просто сами себе назначать и начинают его использовать. Это огромная ошибка. Не просто так я в последних видео говорю, что нельзя себе назначать финастерид и не для всех случаев он подходит. Давайте про Глеба. Смотрите, у него нет аллопеции, как таковой, скажем так, явной и динамически развивающейся, и он это использует просто для профилактических целей, чтобы, ему кажется, что это помогает. Дело в том, что эта дозировка, это супер маленькая дозировка. Если у вас ее нужно подбирать касательно вашего возраста, вашей динамики выпадения волос, вашей склонности по генетической линии к потере волос, чувствительности дигидротестостерона, уровня дигидротестостерона и многих других факторов. Мы еще чуть позже вернемся, потому что факторов еще может быть множество других. И он решил себе использовать 0,2 миллиграмма, и там вроде бы даже какие-то научные обоснованные данные. Я вам скажу так, если у вас, например, достаточно активная развивающаяся аллопеция по причине высокого дигидротестостерона, и вы используете 0,2, и вам кажется, что вы делаете то, что вы должны делать, то чтобы вам получить, скажем так, нужный запас, выразимся так, запас вот этого вещества в организме, представьте, просто теоретически, миллиграмм, умножаем, например, на 90 дней, то у нас 90 миллиграмм нужно принять, чтобы у вас начался эффект.
Потому что эффект начинается вот с 3-4 месяца. И то это только то, что можно рассмотреть при хорошей фотографии или при трихоскопии. И вот представьте, ваши 90 миллиграмм, если вы разделите на 0,2, чтобы вам получить вот эту эффективность, нужно все это разделить. Точнее, представляете, на какой период времени вот это все как бы растягивается. Но это тоже не все, потому что то, что вы растягиваете в периоде, оно еще раз из-за того, что вы потребляете не необходимую дозировку, а вот эти вот 0,2 миллиграммов, оно в свою очередь еще больше растягивается. И некоторые из вас начинают принимать и говорят, я не вижу эффекта. Некоторые видят эффект и даже там говорят, я через неделю вижу эффект. Это тоже плацебо. Вы верите, вы там, я не знаю, помыли голову шампунем каким-то, у вас, например, стали и по множеству факторов просто немножечко, или как вам показалось, уплотнились волосы или уплотнилась прическа, и вам кажется, что все, финастерид начал действовать. Финастерид так не действует. Это плавно, скажем так, возрастающее, точнее плавно играющее средство, которое значение и функция которого увеличивается по мере накопления и по мере накопления периода его использования. Так что, с одной стороны, те, кто использует вот эту маленькую дозировку и ожидают чудес, вы тратите свое огромное, точнее ценное время и, возможно, даже огромное количество волос, которые за вот этот промежуток времени вы могли бы эффективно лечить. Некоторые вот тоже приходят или пишут в комментариях, я иногда смотрю и думаю, ну как так? Вроде бы столько видео снимаю, рассказываю вам, и для чего. Я и консультации даю, и бесплатные даже консультации. И вот говорят, я использую, вообще никак не работает. Присылают фотографии, а там как бы лысая голова. Вы должны понимать, что финастерид работает на те волосы, которые мы можем еще сберечь. То есть это должны быть хотя бы вот эти вот полупрозрачные волосы. Но не вот если у вас лысина и вам кажется, что там маленькие волосики, и вы там используете миноксидил или финастерид, оно так не работает. То есть это должны быть хотя бы 10 микрон волосы, то есть волосики, с которыми еще можно работать, которые можно уплотнять. Еще многие не говорят, я тоже этот момент исследую, на самом деле наша андрогенетическая, как ее называют, аллопеция, не только, я имею в виду, как ее называют еще по мужскому типу, то есть дегидротестостерон — это только одна проблема. Дело в том, что вот эти наши каналы, они тоже начинают подвергаться определенным келоидообразованием. То есть сам канал, он тоже начинает деградировать. Поэтому иногда этого тоже недостаточно. Но это мы чуть-чуть тоже позже придем. Я вам тоже объясню. То есть это к тому, что дегидротестостерид недостаточен при аллопеции, даже если это только андрогенетическая, как ее называют, аллопеция. Я напомню, что я их разделяю. Есть андрогенная, есть генетическая. У них тоже есть разделение. Для меня. Если останется время, я вам объясню тоже. Итого, приходит лысый человек, лысая голова, говорит, я использую год, соответственно, там или больше, и жду результата, а результата не приходит. Он и не будет, потому что не на что воздействовать. Почему я тоже вспомнил про вот эти вот, скажем так, даже качество изменения кожи вокруг вот этого фолликула, потому что один фактор — дегидротестостерон, блокировка, второй момент — вот это вот место, оно тоже деградирует, и вот те ребята, которые у меня на контроле, я не просто так вам рекомендую использовать не только финастерид, а еще дополнительные средства. И всем, кто хочется, конечно, получить более короткий список, чтобы делать это изо дня в день, но поверьте, если у вас сложная проблема, и аллопеция — это сложная проблема. Это не то, что вам говорят трихологи, миноксидил или миноксидил финастерид, все, достаточно, а все остальное покупайте там лосьоны и еще что-то, или ходите там, я не знаю, на какие-то процедуры, делайте мезо при лысой голове. Это просто заработок. Заработок на вас, и так не работает. В зависимости от каждого случая нужно подбирать правильный протокол лечения. И тоже там кто-то писал, говорит, Олег, что ты как это, инфо-цыган. Я ничего не продаю. Я с вами делюсь, слава богу, пока еще вот даже в таком формате, когда я сам вкладываю кучу денег, изучаю вот эти вопросы и с вами делюсь. Так, мне кажется, это супер ценная для вас информация. Смотрите, и говорят, что ничего, кроме финастерида, нет.
Кроме финастерида есть множество всего. У меня, по крайней мере, уже около 40 различных средств и препаратов, и меза. Я даже меза разделяю под каждый конкретный случай, когда его нужно использовать, какие процедуры, что нужно делать. Процедуры у меня, вот кто, что называется, успел вовремя, когда я выложил файл в телеграм-канал, ну, там кто-то успел скачать. Я его на самом деле уже сделал очень большим, я его для себя делаю, я понял, что я его не буду, наверное, распространять. Я сделал его, разделил на 5 важных пунктиков, я чуть-чуть позже загружу в телеграм-канал. И почему я об этом вспомнил? Потому что я разделяю, по крайней мере, на 3 вот категории различных средств. То есть это блокировка, ингибиторы, блокировка дигидротестостерона, это укрепляющие средства, вот, например, для женщин в сезонности, по возрастные моменты, и средства, каких проще назвать, которые вытягивают ваш анаген, то есть это стимулирующие средства. И вот в зависимости от каждой вашей ситуации нужно вот эти 3 момента, 3 комплекса, их комбинировать и получать, точнее комбинировать, использовать, смотреть результативность 4-5 месяцев, потом, если нужно, какие-то делать ребалансировки, потому что тоже есть определенное привыкание вашего организма к некоторым препаратам и лосьонам. То есть к финастериду, например, ваш организм должен привыкнуть. Поэтому я подготовил 5 файлов, которые я выложу в телеграм-канал, которые можно приобрести, кому не нужны. Я никому ничего не навязываю, то есть там моя работа, которая должна быть оплачена. Да? Если она вам не нужна, как бы ваше дело, вы можете сами потратить какое-то время, сделать подобные файлы. Пожалуйста, если у вас есть такие силы, делайте. И о чем эти файлы? Я специально разделил на различные средства то, что можно и нужно делать при различных, скажем так, случаях. И если вы думаете, что только финастерид существует, не только финастерид существует, сейчас делает, в общем-то, и Китай свое средство, и Франция, и вроде бы побочек как будто бы меньше, но они еще и в FDA approved, и я не знаю, на самом деле, насколько будет реально, потому что особенно сейчас в этой мировой торговой войне, насколько Америка все-таки объективно будет делать вот эти вот аппровы и подтверждения этих, собственно, и европейских, и азиатских средств, потому что это будет конкурент все-таки финастерида, ну, это, скажем так, другой момент. И вообще, что послужило причиной этому видео? На прошлой неделе, дело в том, что я всегда делаю чек своих ребят, даже не только те, кто у меня на моем контроле, но те даже, кто по моим рекомендациям где-то делают пересадку волос, и я обязательно проверяю, потому что это дает мне честную оценку того, что происходит, что есть ли какие-то изменения у докторов. Я напомню, я не работаю с клиниками, я работаю только с конкретными докторами, у кого есть опыт, у кого есть соответствующие скиллы, за кем я слежу годы, где я вижу действительно результаты. И самое главное, кто делает одну операцию в день. Иногда в редких случаях бывает 2 операции в день, которые делает доктор, но это прям очень-очень редко. Это конкретные люди. Вот. И пришел результат. Валерия, мой ассистент, подготовила мне отчет. Я посмотрел отчет, я посмотрел комментарии. И очень хорошо, что были эти комментарии. Комментарии заключались в том, что все посадили, я видел фотографии 6-го месяца, все отлично отрастало, и потом началась потеря волос. И причем человек использует финастерид, ему казалось, что раз он использует финастерид, значит все будет колоситься всегда. И как бы финастерид плюс пересадка волос, все, жизнь удалась для волос, и ничего нужно делать, точнее ничего не нужно делать. И вот то, о чем я говорил чуть-чуть раньше, этого недостаточно. Нужно выяснять конкретные причины и почему я взял на себя вот этот вот очень большой труд отслеживания и операций под моим контролем, когда в течение года я, скажем так, сам смотрю, как у вас происходят изменения, назначаю новые анализы сдавать, смотрю, что мы можем поменять. Если у нас какое-то привыкание произошло к каким-то препаратам, мы их меняем, заменяем, чтобы была эффективность. Одного препарата, одного финастерида недостаточно. Еще некоторые говорят, а еще многие не говорят. Я понял, что вот когда я отправляю то, что нужно делать, некоторые думают, что я вот знаете, сделал копи-паст, вставил. Я для каждого человека я сижу полчаса, минимум от получаса до 1,5 часов, в зависимости от анализов, от всех данных, которые у меня есть, я делаю, скажем так, рекомендации, то, что действительно нужно делать по месяцам. И некоторые думают, что я, наверное, отправляю это так, но теперь уже не думают, потому что они видят и результаты, те, кто все-таки следует моим
Рекомендациям, об этом я тоже показываю, рассказываю в телеграм-канале. Да, я рекомендую, чтобы вы были всегда на связи, чтобы у вас была та информация, скажем так, самая свежая, это все в телеграм-канале. И у одних вот такие результаты, у других такие. Поэтому не надо лениться и делать, то есть если мы начинаем работать, значит мы начинаем работать вместе. И это нужно делать. Не просто так я даю какие-то рекомендации делать то или иное. И вот у этого парня, вот он сделал пересадку волос, он использует финстерид, он думал, что все, достаточно. И у него начали выпадать волосы, он обратился к доктору, который делал операцию волос. Но я еще раз скажу, доктора, которые делают операцию по пересадке волос, они доктора, они делают свое правильное техническое исполнение. Но не просто так я беру на себя огромную ношу, подготовка к операции и ведение вас после. Чтобы зная все ваши данные, я уже открывал просто вашу карточку и сразу видел, окей, какие варианты, почему могут волосы еще выпадать. И уже корректировал. И он сдал анализы. И даже то, что он мне озвучил, я уже сразу понял, что здесь накладывается не только, вот как я называю, база. База — это дигидротестостерон, да, или чувствительность к дигидротестостерону. А есть иксы, я рассказывал, если кто-то не смотрел предыдущее видео, обязательно его посмотрите, оно супер полезное, оно может быть эстетически вообще некрасивое, потому что у меня появилась минутка, я его записал, было темно, но там супер важная и супер ценная информация, она нужна вам, мне она не нужна, я ничего там не продаю. Это супер информацию, которую нигде ее не достать. То есть вот эти вот иксы, они тоже очень важны, потому что X на X, они иногда дают даже больше эффекта выпадения волос, чем сама база. Да, такое бывает не часто, но или они бывают прям равномерные. И вот получается, он использует финстерид, сделал пересадку волос, но у него иксы зашкаливают, и у него начинают выпадать волосы, собственные волосы. Причем вот эти вот иксы, они даже способствуют выпадению пересаженных волос. И у него вот здесь вот начинается проредина. И только из-за того, что он упомянул вот этот момент, он не на моем контроле, он начал терять волосы. И вот только когда, очень хорошо, что мы сделали, что называется, чек, какое у него состояние, я ему записал сообщение, я надеюсь, он предпримет правильные меры и начнет работать с вот этими иксами. Еще раз, почему я вам все это говорю? Если вы думаете, что причина вашего выпадения волос, как вам говорят все трихологи, это не ага. И я тоже всегда говорю, я разделяю даже андрогенетическая аллопеция на андрогены и генетика. Уже два фактора. А еще дополнительно у меня еще 9, всего 11, да, еще 9 иксов, которые, не учитывая их, вы будете дальше продолжать терять волосы. Все, вот это нужно скомбинировать, чтобы вы получили результат. То есть одной пересадки, особенно если вы молоды, если вам там 20 с чем-то лет, до 30 лет, или даже до 33 лет, вы будете дальше продолжать терять свои волосы. Это ваш выбор. Многим клиникам всем выгодно, что вы приходили на вторую, на третью пересадку волос, когда у вас закончится материал. Дальше что вы будете делать? Ну и вроде бы клиника сделала все, что она могла, и блогеров там проплатила, и вроде бы сделали красивые там работы. Вот тоже, кстати, вы попадаетесь в ловушку. Дело в том, что, да, вот эти 4 года предыдущие я делал видео, я делал очень много контента для клиник, и они учились, вот типа там сосланоподобные, и они обратили внимание, на что вы, как клиент, обращаете внимание. И сейчас они вот делают все красивенько. Я вот смотрю, думаю, о, класс, там и крови нет, и еще что-то. Но такое планирование, такое глупое планирование я вот реально давным-давно уже не видел. И не то, что это какой-то камень в огород. Когда я был на конгрессе сейчас в Ташкенте, я не помню ни одного доктора русскоязычного, который не говорил бы о гагамеде. И те, кто сейчас приходит на исправление вот этого всего, ко мне уже тоже начали приходить. Я обязательно расскажу вам видео про гагамед, но будьте внимательны. Выискивайте реально докторов. Да, может быть, кто-то там, вы помните, что есть Real Transhair, и Real Transhair может не the best, я вот тоже сейчас обратил внимание, но докторов сейчас много, у вас есть выбор, просто не ленитесь, выбирайте, не нужно там идти со мной на все пересадки. У меня только 10 человек в месяц, мне как бы достаточно своей работы.
вы изучайте, пожалуйста, и идите, то есть вы должны понимать вообще, кто, то есть какие студенты. Я вот сейчас тоже был на конгрессе, оказывается, даже тоже с Гагамеда там кто-то был, то есть и ходили за доктором, там, за докторами, известными докторами, кстати, которые работают и в России, а вы о них даже не знаете. И там присматривались, чтобы что-то взять и разобраться, как все-таки делать правильную пересадку волос. Но это вот представители вот этого Гагамеда. И еще раз вспомните, как все начиналось. С первого года, когда появился Географт, я вас предупреждал, никто не верил, потом появились там вот эти вот трэшовые работы, потом каждый год вам там какую-то травили какие-то байки, что самое лучшее вот-вот уже догонят там кого Зарева или кого-то, блин, я даже не хочу об этом говорить, это так смешно. По поводу лечения. Вот кому нужно, кому не нужно использовать финастерид. Если у вас, как я уже сказал, если у вас нет материала, на который вы можете воздействовать, не тратите. То есть вы, это не то, что тут уже не то, что деньги, не то, что время вы тратите, вы воздействуете на свой гормональный фон. И вот именно в этом качестве нельзя просто так воздействовать на свой гормональный фон. Почему? Потому что вы начинаете использовать, вы сейчас посмотрели видео, посмотрели, что у вас волос нет, и начинаете бросать финастерид, и у вас начинаются опять вот эти вот качели с вашим гормональным фоном. У каждого свой организм, у кого-то вот эти качели могут быть сильными, у кого-то там может быть и не очень заметные, но вот это как раз таки так не делают. Когда вы воздействуете на свой гормональный фон, на свои гормоны, вы должны понимать, для чего вы это делаете и какая цель. То есть, что стоит в результате, какой результат должен быть. То есть, какого итога мы должны добиться или вы должны добиться вот этим вот приемом, например, или не прием финастерида. Так что, мне кажется, все, что я пометил для себя, я вам рассказал. И будьте внимательны. И еще раз помните, вот база, андрогены, ваша генетика, затем идут иксы. Чтобы вы не теряли вашу жизнь, точнее не теряли качество вашей жизни и ваши волосы в течение жизни, нужно заботиться и об этом, и об этом. Это план. Для вас, возможно, это будет сложно, потому что мне до сих пор 5 лет я изучаю, и я не вижу пока края. Сейчас появляются новые технологии, которые я изучаю. Вот тоже я вам расскажу подробнее про стволовые клетки. Могу предупредить только о том, что то, что вам сейчас предлагают в России, в СНГ и во многих странах, это не стволовые клетки. Это, что называется, голубь накакал. И где-то там какое-то далекое вообще, как сказать, гаражная технология, поэтому не ведитесь. И экзосомы тоже я заметил, особенно в России, да, под экзосомами вам там чего там только не прокалывают. И будьте аккуратны, я готовлю эти материалы, я собираю эти материалы уже очень долго. Сейчас я, скажем так, в это более внедряюсь, я хочу разобраться и позже вам расскажу. Это технологии будущее, действительно, то, что сбережет. Во-первых, то, что продлит и сможет продлить вашу качественную жизнь, не просто продлить. Смысл жить, если ваша жизнь как бы некачественная. То есть тут все вообще, что я делаю и для чего я записываю эти видео, чтобы сделать, не продлить вашу жизнь, чтобы сделать вашу жизнь качественнее. Вы волосы получаете тоже, потому что вы хотите, вы понимаете, что может быть лучше. Чтобы вы не просто тратите там год на ожидание, там терпите эту анестезию и так далее, подготовка правильная. Почему? Потому что вы хотите сделать свою жизнь качественнее, более получить то, что вы потеряли, но то, что принадлежало вам всегда, ваши волосы, да, то есть это всегда план, и чем проще вы относитесь к своему плану, тем примитивнее будет результат. Там, как я говорю, вот блогер сделал, вы пошли, примитивные решения всегда ведут к примитивным результатам. То есть тут два выхода. Или вы берете все под свой контроль, начинаете изучать, или вы доверяетесь профессионалам, те, кто, по вашему мнению, изучает это. Я, например, не очень много людей знаю, кто действительно это изучает и углубляется, по крайней мере, как я. Это мне говорят и коллеги, ну, скажем так, не тоже коллеги, я не врач, я аналитик, но доктора в разных странах, они когда мы начинаем разговаривать, и я им говорю сразу, что я не доктор, они удивляются, откуда у меня столько информации. Потому что у меня порой даже информации, я им иногда что-то рассказываю, чего они не знают. И не то, что я тут пиарю себя, мне хватает работы, как видите, я не расширяюсь, я не ищу себе замену, у меня не стоят, я не привлекаю блогеров. Я снял там одно видео, и я понял, что я не буду вот этим заниматься
как сказать, манипуляций вами, показывая блогеров, там что-то вам пропихивать, да. У меня нет дополнительных людей, которые делают вместо меня консультации. Все для чего? Потому что то, с чего я начал, я клиент, я пациент. Это мой интерес. Я не перехожу на лагерь, как Джангу, там, Сослан, сделал себе там пересадку и начал искать дешевых, хоть кого бы, кто бы с ним мог работать. Сейчас я смотрю, мне сейчас тоже в Инстаграм пишут. Просто, видимо, я попадаю в какую-то рассылку, там, поиск по всем, там, какие-то массовики, затейники ищут. То есть клиники везде хотят открывать. Это бизнес, это выгодные. То есть везде, вы заметили, что каждые там 5-10 лет появляются какие-то топ там профессии и топ интереса, куда вливаются деньги, и туда все прям бегут. И вот сейчас бегут все в эстетику, пересадку волос, там инъекции, там пептиды. Сейчас следующее это будет стволовые клетки. Вот посмотрите. Поэтому еще раз подобщив. Вы что-то делаете или хотите делать, чтобы улучшить качество своей жизни. И нужно исходить из этого. И еще раз повторюсь, примитивные решения всегда приводят к примитивным результатам. Это должен быть или ваш труд, вы должны все это найти, скажем так, обработать всю эту информацию, проанализировать и потом, и тоже какой-то промежуток времени следить за этим. Потом, когда у вас сложится картинка, выключить эмоции и принять решение. Или обратиться, что называется, то, что делаю я. Но у меня тоже, скажем так, время ограничено. Так что главное, чтобы колосилось, но чтобы красиво колосилось. И тут даже больше про, чтобы ваша жизнь колосилась, а не вы получили кучу, я не знаю, сорняков в своей жизни. Будьте аккуратны, берегите себя. Подписывайся.